что там с Римчиком? Каким Римчиком? О чем ты вообще говоришь? Ну, который я тебе в Стиме подогнал. Так ты мне ничего же не подгоняй. Минуточку. Откуда у тебя мой аккаунт в Стиме? С Римчиком, что я спрашиваю? Да поиграю я в него, поиграю, все, заеба, поиграю. Клятва дана. Итак, как я погляжу, видос по Helltaker тебе зашел и неплохо так бустанул мой канал. И теперь ты вновь жаждешь нового контента от дедушки Швайгерта. И знаешь, не беспокойся, у меня есть немного стафа, припрятанного специально для тебя. Сегодня поговорим про RimWorld и про то, как я ебал, меня сосали. Лично я изначально понимал эту игру как некий аналог Кенши, но с пушками и большим количеством переменных для персонажей, однако, как только я зашел в нее, то вдруг для себя осознал тотальное отличие. Если в Кенши у тебя было неограниченное количество стадий до начала постройки базы, в них входило начало игры, хотя бы минимальная прокачка персонажа слэш-персонажей, налаживание связи с другими фракциями и множество других вещей, которые по итогу облегчали тебе жизнь, то в RimWorld тебя выкидывают на полянку, которую ты сам же и выбираешь, кстати, и говорят: Значит, вот оно русское поле, да, вот, значит, ресурсы собирай, экспериментируй. Главное, не сдохни, когда и сдохнуть. Можешь всем начхать. А не сдохнуть тут довольно проблематично. Если в Project Zomboid, по которому я уже делал видео ранее, главный герой является обычным тамагочи, то в RimWorld тамагочи был прокачан лично экзибитом. Каждая подвластная тебе пешка — личность со своими загонами, желаниями и психологическими отклонениями. Давай взглянем, что у этого персонажа в голове. Ну давай, открывай. Как же я хочу служить Пандемону! Критерий ментального состояния поселенцев зависит от пешки к пешке. Первый будет бояться даже вида крови, в то время как второй не прочь покушать человеченки под шумок, пока никто не видит. Третий же заделался ценителем искусства, и он жить не может без лицезрения анимешных труселей, отсутствие которых вводит его в состояние Dead Inside. Из-за чего несчастная душа поджигает дом, в котором обитают другие поселенцы, и все это под опенинг токийского гуля. Но тише. В RimWorld есть не только бесконтрольные приколы. Минуты спокойствия, во время которых ты будешь предоставлен сам себе, также будут сопутствовать на твоем пути, но даже во время них ты не будешь чувствовать себя в безопасности. Давай я расскажу тебе небольшую историю об одном из моих первых 3 поселенцев. Янке Дягилевой. Смелой художнице, увлекающейся музыкой, которая оказалась в довольно затруднительном положении, когда сначала из-за недостатка еды я заставил ее съесть правую руку мертвого бомжа, из-за чего Янка словила режим Dead Inside. Пролежала 3 дня не в силах оправиться от полученной психологической травмы, а чуть позже ушла гулять к озеру, по дороге к которому ее завалили камни, от чего она и умерла. Ее тело я так и не закопал. Далее я решил попробовать другой сценарий, в котором ты высаживаешься один. Наколдовав себе, не самого плохого юнита, я дал ему имя. Шампунь Жумайсымба. Но оказалось то, что казахи тоже хотят кушать, и поскольку инструментов и сухпайков, содержащих козы на пару с кумысом, у меня не было, я направил малыша Жумайсымба на бой с крысой. Крыса же, в свою очередь, приговаривая, отправила моего персонажа на тот свет. Блин, я уже начал отчаиваться и думать о том, что может эта игра не для меня, может она слишком сложная и мне просто нужно вернуться в Кенши. Даже использовав Жумайсенба, я не смог носить черный кожак и здороваться с братками. Все тщетно. Попался, ребенок! Ты только глянь хронометраж! Жумайсенба сильнее каких-то крыс. Но я все же решил закрыть этот мир, так как понял, что сперва нужно изучить основы. Для начала я играл в чистый RimWorld без модификаций, чтобы не испортить себе будущий восторг от их добавления. В него входит обучение, которое может перерасти в твое первое прохождение, так как на нем задействован сценарий «Аварийная посадка», самый лайтовый старт для освоения игры. Помимо аварийной посадки, в ванильной версии игры присутствуют потерянное племя, богатый исследователь и неприкрытая жестокость. Рассмотрим каждый из них по отдельности. Сюжет «Аварийная посадка». Как я упомянул ранее, это самый мягкий старт. У тебя 3 персонажа, инструменты, оружие и возможность для развития. Например, можешь отыгрывать колонию феминисток, которые питаются только мужским мясом. Довольно эффективная стратегия, между прочим. Потерянное племя. Начинаешь ты с 5 подконтрольными тебе пешками, которые на уровне развития недалеко ушли от макак. Их максимум — это костер, который они считают чудом небесным. В принципе, довольно неплохой старт, если хочешь больше задрочить начальную стадию. Богатый исследователь. Я не знаю, что тут особенного сказать об этом старте. У тебя есть стандартный ресурс, технологии, амбиции и хаски. Хаски, кстати, милые. Даже при минимальном знании игры ты на изи вытащишь. Главное не вскрывать
побеждать древнее зло раньше времени. Неприкрытая жестокость. Тот самый режим, в котором Жумайсенба косплеила гачи с крысой. Да-да-да, он самый. Высаживаешься ты без одежды, без инструментов, без оружия, без анальной девственности и без надежды. Весело будет, если в качестве точки для приземления ты выберешь заснеженный край планеты. После выбора сценария тебе будет предоставлен выбор из 3 рассказчиков, о которых я расскажу чуть позже, так как нужно продолжить разгон с точкой для приземления. Опа, как я ловко тему перевел. Твоя догадка, кстати, верна. Чтобы выбрать точку для приземления, должна быть площадка с предложенными вариантами. В случае RimWorld это от 30 до 100% целой, сука, планеты. Генерация которой, как и в Майнкрафте, зависит от сида. Говорят, что чем угарнее сид, тем угарнее будет прохождение. Планета поделена на сектора, некоторые из которых будут уже заселены и рядом с которыми строиться не стоит, по причине, ну как бы так рассказать. Давай я лучше на практике покажу, окей? Я дико извиняюсь, а можно мне начать строить базу на вашей территории? Пошел нахуй! Также не стоит высаживаться на территории вблизь заселенных, так как местные жители рот ваш драли и, скорее всего, посчитают ваше появление как заявку о том, что вы хотите отжать у них землю. И если ты все же осмелишься залезть на территорию другого поселения, то к тебе непременно прибегут бегущие по капиталу прожиточного минимума, которые будут спрашивать тебя: ну как там с деньгами? Хоть я уже и упомянул о том, что подконтрольные тебе колонисты являются суками, чьи желания ты обязан выполнять, иначе тебя ждет сценарий типа гроб, кладбище, пи. Я толерантен! Я считаю, что стоит чуть глубже окунуться в их особенности. Каждый колонист в той или иной степени хочет есть, спать и радоваться жизни, с поправкой на отдельные перки, конечно же. Большая часть макроработяг спит ночью, но есть и ночные полупокеры, которые едят, спят, развлекаются и работают ночью. Вероятнее всего, такие поселенцы раньше были фрилансерами, а откуда я знаю, а не надо ворошить, сука, прошлое. Дальше я хочу провести небольшую параллель с Кенши, в которой была система повреждения конечностей, а создатели RimWorld взяли ее и смачно так обоссали, так как в RimWorld помимо 2 ног и 2 рук персонажи способны потерять все. Все части тела могут быть повреждены, ампутированы, съедены. Я уже упомянул про феминистический отряд каннибалок, заражены или в конце концов превращены в питательную пасту для остальных колонистов. Мы тут за достаток всей колонии боремся, между прочим. Тебе жалко отдать руку товарищу? Отдельно хочется выделить нервные срывы. Это такая механика, которая заставляет тебя блюдить за каждым подконтрольным тебе юнитом. Как я сказал выше, каждый колонист — это личность, и соответственно у каждого из них есть свой собственный взгляд на окружающий мир. Ой, не скучно ли тебе? Ой, хочешь кушать? Вот держи, мой хороший, скушай мертвого бомжа. Ой, как-то не понравился мертвый бомж. Прости, солнышко, другой еды нет, а ведь всю колонию заполнили бобры! Блять, на их настроение влияет даже то, где они спят и насколько омерзительный мир вокруг. Не вздумай ставить разделочную доску в одном месте со спальными местами. Закапывай трупы бывших товарищей, регулярно мой попу с мылом и никогда запомни, никогда не строй многоэтажки! Местный аналог Варламова тут тоже существует. Я не просто так предупреждаю, между прочим. Я уже не говорю о том, что каждому поселенцу желательно выделить личную комнату и пространство, дабы он не чувствовал себя ущемленным. Все это влияет на настроение, работоспособность и прочее. Моя Настенька съела медведя, но вдруг осознала себя вегетарианцем и начала грустить из-за того, что съела уже мертвое животное, которое убила даже не она. А боевая система? Я до конца не понял, как она работает. Что влияет на то, кто первый нанесет удар, кто больше урона нанесет. Это просто пиздец. Максимум, что я смог вынести, это то, что если у тебя есть пушка, ты делаешь сколько влезет, так как патроны не ограничены. А если пушки нет, бьешь противника кулаком, либо любым подручным средством в лицо. Ну, а если вдруг оказалось то, что у тебя очень быстрый поселенец, то противника можно кайтить, но один неверный шаг, и медведь зарубит твою эболу. Искусственный интеллект пешек. Это довольно сложно назвать искусственным интеллектом, да и интеллектом в принципе, потому что они тупые. Они либо не будут делать очевидные вещи, на которые ты же их и поставил, как, например, я указал, что нужно разделывать тушу, а мои поселенцы забили на это хуй и игнорировали мой указ. Ровно до того момента, пока я вручную не указал: разделывай, сука, тушу. Или вот, знакомьтесь, Никсель Пиксель, предводитель моего племени феминисток. У нее было сильное недоедание, но при этом она была поваром и точно видела, что на складе достаточно еды, которую приготовила она же. Но нет, эта сука игнорировала готовую еду и специально не доедала, из-за чего ей стало очень грустно, и она выбила специальный выходной. В то время как другие члены Радфема работали на износ. Бобры — это лишь один из типов зверя, которые будут мешать тебе
либо помогать, потому что ты можешь приручить животных, естественно, обладая определенным перком, ну куда без этого. И тем самым для тебя открывается уникальная возможность создать очень медленную, но смертоносную армию ленивцев-переростков. Они будут уничтожать целые армии противников, просто наблюдая за их старением и дальнейшей кончиной. Медленно и изнуряюще. Или же вьючные звери по типу лам, которых можно использовать как портативные склады, с помощью которых можно продать все барахло, оставленное после того, как Жумайсенба съела очередного бомжа. Господи, Жумайсенба, выплюнь каку! Блин, они так быстро растут. Но кто такие механоиды, ты и сам узнаешь по мере продвижения, не буду портить тебе сюрпризик. А ведь ты рано или поздно с ними встретишься, ведь помимо базового выживания в RimWorld есть и финальная цель, которая считается концом игры. На самом деле смерть всех колонистов также считается концом игры, но смерть это выход для слабых духом. Ты же мамин крепыш, который должен найти и зарядить корабль, на котором ты в дальнейшем сможешь улететь прямиком в Казахстан. Нет, сука, не те координаты, мы летим в Мордовию! Но даже по дороге к спасительному кораблю тебе придется преодолеть немало испытаний. Помимо рейдеров, рандомных событий, долбаного метеорита на голову, на твоем пути встанет сама сила природы. Биомы. В игре представлено 3 типа биомов и входящие в них подбиомы, однако подбиомы друг от друга отличаются минимально и в основном названием, так что остановимся на 3 основных классификациях. Горячие, теплые и холодные. Горячие биомы это что-то типа тропиков, где кайф, зимы почти нету, поселенцы слушают регги и курят брокколи. Сплошной балдеж. Теплые биомы это золотая середина. Лето достаточно теплое, зимы не убивают тебя, только ты выйдешь из своей избушки. Вполне можно жить. А вот холодные биомы... Ты, сука, будешь выживать тут только за счет ходьбы по головам и головкам. Любое неверное действие влечет за собой ампутацию конечностей из-за обморожения. И все это под постоянными рейдами, медведями и отсутствием подштанничков. А ведь мама говорила, холодно на улице, а он все не буду, не модно. Отдувайся теперь, гандон неблагодарный. На выбор тебе будут представлены 3 рассказчика, каждый из которых имеет свой собственный алгоритм ведения истории. Ну, кроме Рэнди, он просто ебанутый. Вот они по порядку. Кассандра, Фиби и Рэнди. Знайте своих героев, от их благосклонности зависит то, будешь ли ты кушать сегодня. Кассандра это типичная мамаша-учительница, которая будет постепенно повышать сложность, что идеально подходит под первое прохождение. Никаких сюрпризов и неожиданных поворотов. Только точная программа, которая неплохо будет поддерживать твой геймплей в тонусе. Фиби же больше похожа на твою девушку-торчка, которая периодически сидит на мефе, но частенько желает слезть с него, из-за чего твоя жизнь превращается в ебанутый маятник, который качается и качается от мирного и спокойного выстраивания своей базы к аду с отходами, рейдерами и в принципе, наверное, больше ничем, так как она хоть и более нестабильная, но не будет в тебя кидать прям вот лютые испытания. Но вот Рэнди, Ох, Рэнди, он просто солнышко. И если Фиби лишь иногда сидит на драксах, то Рэнди как будто растаман, который сел поиграть в Sims после пары-тройки водных. Он не плохой и не злой, он просто, сука, угашенный. Рэнди может дать тебе как благо в виде выгодного каравана с низкими ценами на необходимые тебе товары, так и устроить тебе солнечное затмение, из-за которого все твои колонисты пойдут по пути пустого шприца. А дабы более точно настроить свою игру, тебе предоставляется выбор между 6 уровнями сложности. Каждый из уровней сложности, чисто в теории, должен медленно, но верно повышать сложность выживания, но на практике сложность в основном влияет лишь на силу рейдеров. Так что если вдруг ты любишь отбиваться от толп агрессивно настроенных микрочудищ, орущих что-то про Чингачгука, играй на Кассандре с максимальным уровнем сложности. Минимальные приколы с физикой также присутствуют, ведь если у тебя достаточно изобретательности, ты способен создать холодильник из говна и палок, поставив кондиционер посреди изолированной комнаты, тем самым продлевая срок хранения продуктов. Модов много, моды интересные, но я хуй на них клал, потому что я еще не наигрался в оригинальную версию игры. Единственный мод, который я, возможно, поставлю в ближайшее время, это мод на мультиплеер, так как мы все знаем, что с друзьями любая игра становится в 1000 раз рофельнее. По идее, я мог бы и дальше расписывать самые разные приколы, особенности и механики RimWorld, как пример то, что после смерти одного из персонажей остальные персонажи начнут приходить к нему на могилу. Но видос и так большой выходит, так что итог. RimWorld — это идеальная игра для того, чтобы пустить на ее фоне подкаст или аудиокнигу. Экшен происходит редко, в основном геймплей медитативный и расслабляющий.
Благодарю Ширинкина за то, что он подогнал мне ее. Ну а поскольку без помощи Ширинкина это видео вышло бы либо никогда, либо значительно позже, в качестве своеобразной благодарности оставлю ссылку на его паб ВКонтакте в описании под роликом. Настоятельно рекомендую к ознакомлению. Ну и там еще рядышком ссылка на наш паб, тоже можешь глянуть. Вероятно, я еще не раз вернусь в RimWorld, вероятнее всего на стримах, кстати, которые я пока что не провожу. Но как только я буду готов, ты об этом узнаешь. Собственно, ставь лайк, оставляй комментарий или несколько комментариев, потому что алгоритмы Ютуба любят, когда ты оставляешь несколько комментариев. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео, и благодарю тебя за просмотр. Муа!